Всем привет! В этом видео приготовим 5 разных блюд из кабачков. Первыми приготовим кабачки по мексиканскому рецепту. Получаются красивые кабачковые лодочки с пикантной начинкой, которые покорят своим вкусом и простотой приготовления. Сначала подготовим сами кабачки. Берем 4 кабачка среднего размера, разрезаем их вдоль пополам. Ложкой вынимаем серединку. Половинки кабачков выкладываем на противень. Сверху кабачки смазываем небольшим количеством растительного масла. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекаем приблизительно 25-30 минут. Пока запекаются кабачки, подготовим начинку. 300 грамм отварного куриного филе нарезаем небольшими кубиками. 1-2 помидора среднего размера нарезаем пластинками, а затем пластинки режем кубиками. 1 большую луковицу нарезаем небольшими кубиками. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем лук. Пассируем его до золотистости. Когда лук подзолотится, насыпаем к нему 1 чайную ложку чесночного порошка, пол чайной ложки молотого острого перца, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Солим по вкусу. Я добавила примерно 3 столовые ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Сюда же наливаем 150 грамм томатного соуса. В отдельном стакане размешиваем пол столовой ложки крахмала и 100 мл воды. Вливаем эту смесь в сковороду. Все перемешиваем. Варим смесь после закипания примерно 3-4 минуты. Варить нужно на небольшом огне, постоянно перемешивая, чтобы не пригорело. Спустя 4 минуты в эту смесь добавляем нарезанное мясо. И насыпаем 150 грамм кукурузы, это примерно 1 стакан. Все перемешиваем. Я добавила консервированную кукурузу, но также можно взять и замороженную. В конце добавляем кусочки помидоров. Все перемешиваем. Доводим до кипения и снимаем с огня. Начинка готова. Кабачки уже запеклись. В серединку каждого кабачка кладем начинку. Также у меня на канале есть и другие рецепты из кабачков. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. 80 грамм сыра трем на крупной терке. Сверху каждый кабачок с начинкой посыпаем тертым сыром. Кабачки ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 5-10 минут. Пока запекаются кабачки, измельчаем небольшой пучок петрушки. Запеченные кабачки достаем из духовки и украшаем измельченной зеленью. Кабачки по-мексикански получились нежными, сытной и вкусной пикантной начинкой. Готовятся они несложно и продукты доступные. Приготовьте такие кабачки, разнообразьте свое меню. Второй приготовим лепешку с овощами, очень вкусную и ароматную. Готовить ее лучше всего летом и осенью в сезон овощей. Такая лепешка прекрасно может заменить пиццу. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Немного их взбиваем. Сюда же наливаем 300 мл теплого молока и 300 мл воды. Насыпаем 1 чайную ложку соли и 2 чайных ложки сахара. Крошим 25 грамм прессованных дрожжей. Прессованные дрожжи можно заменить сухими, их понадобится 9 грамм. Все перемешиваем до растворения всех ингредиентов. Сюда же в миску насыпаем примерно 400 грамм муки. Сначала высыпаем половину и перемешиваем. Когда все перемешалось, добавляем вторую половину муки. Перемешиваем тесто до однородности, чтобы не было комочков. Миску с тестом накрываем крышкой и оставляем подходить при комнатной температуре примерно на 30 минут. Пока готовится тесто, подготовим овощи. 1 кабачок среднего размера разрезаем вдоль на 2 части. Затем каждую половинку кабачка разрезаем еще раз вдоль пополам и нарезаем четвертинками.
Всего понадобится 450 грамм кабачка или цукини. Нарезанный кабачок солим примерно 1 чайной ложкой соли и перемешиваем. Оставляем, чтобы он пустил сок. 1 красный сладкий перец разрезаем пополам и нарезаем небольшими кусочками. Так как у меня перец большой, я нарезала только половину перца. Пучок зеленого лука мелко нарезаем ножом. Понадобится примерно 100 грамм лука. Зеленый лук можно заменить одной большой головкой репчатого лука. Пучок петрушки тоже измельчаем ножом. 1 картофелину трем на крупной терке. Тесто уже поднялось. В него добавляем 120 грамм творога. Насыпаем тертую картошку. Измельченный лук. Подготовленный перец. И петрушку. Все перемешиваем. Кабачки уже пустили сок. Отжимаем их руками от жидкости и кладем в миску с тестом. Все перемешиваем. Тесто готово. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем тесто с овощами и равномерно его распределяем по сковороде. На одну лепешку понадобится примерно 2 половника теста. Готовим лепешки на огне чуть меньше среднего. Когда одна сторона приготовилась, переворачиваем лепешку на другую сторону и жарим до готовности. Готовую лепешку снимаем с огня. Из этого количества ингредиентов у меня получилось 6 лепешек на сковороде диаметром 26 см. Готовим соус. 1 маленький огурец трем на мелкой терке. Небольшой пучок укропа измельчаем ножом. Берем 100 мл сметаны или несладкого густого йогурта. Добавляем измельченный укроп, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и немного солим. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс и кладем тертый огурец. Все перемешиваем, соус готов. Жареные лепешки с овощами подаем вместе с приготовленным соусом. Лепешки с овощами получились очень вкусными и сытными. Особенный вкус им придают овощи. Готовятся такие лепешки несложно, и они прекрасно подходят для обеда или ужина. Третьими приготовим очень вкусные кабачки в духовке. Это простое и очень вкусное блюдо, которое прекрасно подходит для обеда или ужина. Берем 2 средних кабачка или цукини и нарезаем их кружочками. Подготовленные кабачки перекладываем в форму для запекания. Немного их солим. И перчим черным молотым перцем. Сверху все посыпаем сладкой молотой паприкой. И немного поливаем растительным маслом. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 20-25 минут. Пока запекаются кабачки, готовим остальные ингредиенты. 1 луковицу нарезаем полукольцами. 2 морковки разрезаем сначала вдоль пополам, а затем нарезаем полукружочками.
На горячую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем до золотистости. К луку добавляем подготовленную морковь. Готовим еще 2-3 минуты и снимаем с огня. – 200 грамм помидоров разрезаем на небольшие кусочки. Прошло 20 минут, вынимаем кабачки из духовки. К ним добавляем подготовленный лук с морковью. Немного перемешиваем. Сверху на овощи выкладываем помидоры. Готовим заливку. В миску разбиваем 5 куриных яиц. Немного солим и перчим черным молотым перцем. Наливаем 130 мл молока. Все перемешиваем венчиком до однородности. Сюда же в миску насыпаем 80 грамм муки и сразу же хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Приготовленную смесь выливаем на овощи в форме. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем приблизительно 30 минут. Пока овощи запекаются в духовке, готовим сыр. 100 грамм сыра, который хорошо плавится, трем на крупной терке. За 10 минут до конца приготовления вынимаем овощи и посыпаем тертым сыром. Опять ставим в духовку. Готовое блюдо можно подавать на стол как в горячем, так и в холодном виде. Кабачки в духовке получились очень вкусными и сочными. Готовится просто и у всех получаются. Летом это блюдо прекрасно подходит для обеда или ужина. Четвертым приготовим очень вкусное блюдо из цукини. Готовится несложно и получается вкусным. Такой рецепт не занимает много времени и отлично подходит на каждый день. Сначала подготовим цукини. Берем 2 небольших цукини и вилкой делаем на них полоски. Так они быстрее приготовятся. У цукини отрезаем хвостики с 2 сторон. Цукини нарезаем вдоль длинными пластинками. Толщина пластинок 5-8 мм. Пластинки раскладываем на доске. Все солим и перчим черным молотым перцем. Приправы равномерно распределяем по всем пластинкам цукини. Готовим панировку. В плоскую тарелку насыпаем примерно 80 грамм панировочных сухарей и 50 грамм муки.
Все перемешиваем. «100 грамм сыра трем на мелкой терке». В миску разбиваем 3 яйца. Перемешиваем венчиком до однородности. К яйцам добавляем тертый сыр. Насыпаем 1 чайную ложку итальянских трав и 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перемешиваем. Этого количества яиц и сыра хватает для приготовления одного цукини. Получившуюся сырно-яичную смесь перекладываем на большую плоскую тарелку. Подготовленные цукини кладем сначала в панировочные сухари и обваливаем их со всех сторон. Затем перекладываем в тарелку с яйцами и сыром. Обмакиваем сначала с одной стороны, а затем с другой. Сразу же выкладываем цукини в панировке на уже разогретую сковороду с растительным маслом. Сковороду накрываем крышкой. Готовим на огне чуть больше минимального. С одной стороны обжариваем примерно 4 минуты. Через 4 минуты снимаем крышку и переворачиваем на другую сторону. К этому моменту внизу образуется красивая румяная корочка, а сверху панировка должна немного загустеть. На второй стороне готовим уже без крышки, еще примерно 3-4 минуты. Готовые цукини сразу же кладем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир. Таким методом готовим все пластинки цукини. Готовые цукини выкладываем на тарелку. Готовим соус. 1 маленький огурец трем на мелкой терке. Небольшой пучок укропа измельчаем ножом. Берем 100 мл сметаны или несладкого густого йогурта. Добавляем измельченный укроп, 1 чайную ложку молотой сладкой паприки и немного солим. Сюда же выдавливаем 1 зубчик чеснока через пресс. И кладем тертый огурец. Все перемешиваем, соус готов. Жареные цукини подаем вместе с приготовленным соусом. Цукини получились очень аппетитными и вкусными. Они прекрасно сочетаются с чесночным сметанным соусом. Готовится блюдо просто и отлично подходит для летних дней. И пятым приготовим очень вкусный ужин с кабачками за 5 минут по рецепту из турецкой кухни. В сезон кабачков такой ужин просто палочка-выручалочка. Готовится очень быстро и получается вкусным и сытным. Сначала подготовим ингредиенты. 1 небольшой кабачок весом 250 грамм нарезаем сначала на пластинки, а затем режем небольшими кубиками. Измельчаем пучок петрушки. Петрушку можно заменить другой зеленью, например, укропом или зеленым луком. В отдельную миску разбиваем 2 яйца. Солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем вилкой до однородности. На разогретую сковороду с небольшим количеством растительного масла кладем нарезанный кабачок. Кабачок обжариваем на среднем огне до легкого румянца. Сюда же добавляем измельченную петрушку и перемешиваем. На овощи выливаем взбитые яйца. Все перемешиваем лопаткой, пока приготовятся яйца. Готовим на среднем огне, можно даже чуть больше среднего. Ужин по-турецки за 5 минут получился очень вкусным и сытным. Готовится быстро и легко. Обязательно его приготовьте. Думаю, он вам тоже понравится.